Привет. Мне кажется, я нашел реально антикризисный флагман 2020 года. Вот чтобы полюбиться нам, простому народу, что должно быть в телефоне. Он должен недорого стоить, иметь современное железо, в нашем случае 865 Snap, экран хотя бы 90 Гц, тут это есть, ну и, конечно, бренд. Realme в последнее время воспринимается вообще как такая некая замена Xiaomi, которая раньше тоже была топом за свои деньги, но в последнее время что-то перебралась в сегмент повыше. Realme X50 Pro — это фактически обновление прошлого флагмана Realme X2 Pro, который неплохо так продавался, ну а будет ли продаваться хорошо Realme X50 Pro, мы сейчас проверим. Признаться, есть тут одна штука, которая вот прям бесит, но начнем мы все же с хорошего. После iPhone SE 2020 распаковывать китайский телефончик просто удовольствие. Тут тебе и чехольчик, есть и пленка на экране, быстрая взрослая такая зарядка на 65 Вт, в X2 Pro она была на 50, провод и скрепка. Недавно на канале был обзор на OnePlus 8 Pro, там тоже был чехольчик в комплекте, но по сравнению с этим он там более сопливый, то есть его надеваешь и края как-то вот... То есть на OnePlus надеваешь чехол на телефон, он там как будто гуляет. Здесь, если надел, то уже хрен снимешь. Пока X50 Pro продается только в Китае, но в отличие от Xiaomi и Redmi, предназначенных для китайского рынка, в Realme уже из коробки можно выбрать русский язык. И он вот не такой кастрированный, как там в Nubia Red Magic 5G, где половина написана по-русски, половина по-английски, в Realme на русском все. Глаза, конечно, мозолят предустановленные китайские приложения, но они все вообще удаляются и получается прям хорошо. Единственное, где иероглифы получилось найти на экране блокировки. Возможно, их можно как-то убрать, я пока не разобрался. И еще как бонус, так как телефон, видимо, из Китая, есть встроенная запись звонков. Ну и совсем главное, почему я вообще на этот телефон обратил внимание, в Китае этот красавчик стоит 3600 юаней. В переводе на рубли получается 38-40 тысяч в зависимости от курса, в общем чуть меньше или почти столько же, как iPhone SE второго поколения. Для сравнения, его предшественник Realme X2 Pro, если покупать в Москве, на e-каталоге можно найти за 31 с небольшим тысячи рублей. Но в X2 Pro стоит 855 плюс Snapdragon, а в X50 Pro уже 865. И вот так, помониторив рынок, получается, что на 865-м Snap это один из самых дешевых телефонов. Конечно, ты мне можешь сказать, что есть же еще Redmi K30 Pro, и он еще дешевле. Да, реально дешевле, но в Redmi стоит экран на 60 Гц, а тут на 90. И вот 60 Гц для 2020 года на самом деле вообще не вариант. Так что по этой части X50 Pro смотрится однозначно выигрышней. Мне вот прям по душе пришелся дизайн. Тренд на матовое стекло сзади задала Apple, оно реально круче выглядит глянца, ну вот как по мне. И Realme быстро смекнула, что к чему. Так что и зеленая, и такая красно-оранжевая расцветка, в которых доступен X50 Pro, идут с матовым стеклом. Захотелось почему-то взять именно зеленую версию, и в зависимости от освещения она может быть или такого богатого зеленого, даже изумрудного оттенка, или наоборот темно-зеленого, почти черного цвета. OnePlus 8 Pro у меня тоже в зеленом цвете, но тут, конечно, без вариантов. Realme прости, у OnePlus цвет эффектнее. Но относительно глянца на более раннем X2 Pro, X50 Pro смотрится однозначно выигрышней. Единственный модуль из камеры с середины перебрался на боковую часть, но зато логотипчик Realme обыграли более аккуратно. Теперь он стандартно внизу и не привлекает к себе внимания. Ладно, я оттягивал как мог. Это, конечно, субъективщина, но по мне самое удачное решение, как можно обыграть фронтальную камеру, это просто маленькая дырка в экране, желательно сбоку, как у OnePlus 8 Pro или Mi 10 Pro. Капельки, как в X2 Pro, я не перевариваю, но в новом поколении Realme сделала непонятный финт ушами, сделав двойную фронтальную камеру, на манер Galaxy S10 или Redmi K30. И вот теперь что-то даже не знаю, что хуже, капелька или вот такая двойная черная дыра. Но этот двойничок в одном случае все-таки полезный. Если включить разблокировку по лицу, она просто моментальная и не только на свету, даже в полумраке она распознает быстрее, чем на S20. Чудес, конечно, не бывает, и в темноте она может тебя распознать только если яркость экрана повысить, но днем очень шустро. Ну и такой примитивный тест на безопасность тоже проходит, по фото у меня пока разблокировать не получилось. К самому экрану претензий тоже особо нет. Super AMOLED 6,44 дюйма, Full HD разрешение, соотношение сторон 20 к 9 и частота обновления 90 Гц. Во-первых, экран без всяких там закруглений, просто прямой экран, и тут засчитаем это как плюс, но рамки, конечно, относительно флагманов 2020 года большеваты. Особенно если сравнивать с игроками высшей лиги типа Samsung. Еще раз, если думаете, что между 60 и 90 Гц ну как бы разницы не видно, то вот. Попользовавшись телефоном с 90 или 120 Гц, возвращаться обратно на 60 уже совсем не хочется, пусть даже в ущерб автономности. Итак, что у нас по шиму? Мерцание тут есть. По классике от 100 до 50% яркости все хорошо, где-то процентных на 30 значения уже более грустные в районе 60-70. Но есть DC-димминг, и с ним уже получше. На 30% яркости мерцание не поднимается уже выше 25%. Это как бы выше нормы, но смотрю на свой Galaxy S20 и грущу. Там и DC-димминга нет, и пульсация под 120%.
В общем, на самом деле конкретно придраться к дисплею особо не к чему, вполне достойна матрица с хорошими углами обзора. Искажение цветов, конечно, есть, но идет уже под совсем экстремальными углами, но яркость относительно вот прям флагманов невысокая. Максимум 800 нит, тогда как OnePlus или Mi 10 Pro показывают уже 1200-1300. Тут, конечно, остается открытым вопрос позиционирования, с кем X50 Pro сравнивать. Очевидно, если с Xiaomi и с OnePlus, тут он проигрывает, то есть держишь в руках и нет ощущения, что вот премиальный телефон у тебя в руках, хотя и собран неплохо. Тут с этим вопросов нет. Вибромоторчик тоже такой слабоватый, не ужасный, там не дерьмовый, просто обычный. А вот стерео неплохой, возможно даже лучше, чем в S20. Оно чуть более глуховато звучит, но как-то более объемно. Но то вот, за что ты полюбишь этот телефон, за железки. Внутри 865 Snap, от 128 до 256 гигабайт встроенной памяти UFS 3.0 и от 8 до 12 оперативной. У оперативной памяти стандарт я не нашел, но в тестах она показывала в районе 17 тысяч мегабайт в секунду, то есть такой намек на LPDDR5. Antutu выдает 588 тысяч баллов на первом парагоне и 587 на втором уже на горячую, то есть практически нет просадки. Но тест на тротлинг показывает немного другую картину. На 28% просела производительность за час. Не прям идеальный график, но и телефон тоже так греется. С чехлом максимум получилось раскочегарить до 45-46 градусов. С экраном в 90 Гц назревает логичный вопрос, а чё с играми? Тянет ли он их в 90 FPS? Не тянет. Картина примерно как с OnePlus 8 Pro, в некоторых играх он дает выбрать 90 FPS, но по факту игрушка идет на 60. Я нашел, правда, одну игру, которая шла именно в 90 FPS, это Minecraft. Я в нее не играю, странно, что именно он поддерживает такую герцовку, но на практике это значит, что как бы в принципе это возможно сделать так, чтобы игры шли в 90 FPS, но как способа пока не нашел. По играм все предсказуемо. Shadowgun Legends на ультра настройках, как всегда во время перестрелок, показывают просадку, а Call of Duty или PUBG показывают 60 FPS даже после нескольких каток. И вот единственный момент, это двойная наша черная дыра немного мешает в играх, особенно когда у тебя в углу карта, типа как в колде, поэтому приходится телефон переворачивать. А так вот эта потеря производительности, которая была в тротлинге, по факту ни в одной игре в просадку по FPS не вылилась, так что для игр ее вполне можно брать, жаль только, что разъема для наушников нет. Но если нужен прям такой конкретный игровой тест с замером FPS, пишите в комментарии. Камера с точки зрения флагмана, если расценивать Realme X50 Pro именно как флагман, не сильная часть. Основной модуль тут стоит на 64 мегапикселя Samsung GW1, ровно такой же, как стоял в X2 Pro, такой же, как в Redmi Note 8 Pro и такой же там в Realme XT. То есть, если для Redmi Note 8 Pro за 15 тысяч рублей такой модуль это как манна небесная, для X50 Pro, который стоит больше, чем в 2,5 раза дороже, это уже не так, чтоб супер. Поэтому, если сравнить с тем же S20, не становится сюрпризом, что X50 Pro похуже. Похуже детализация, хотя бывают кадры, когда Realme больше деталей захватил, но и шумов тоже добавил. У Realme можно, конечно, снять в 64 мегапикселя, там же по детализации он дает S20 прикурить, но на постоянку ты так вряд ли снимать будешь. В целом, если вот не придираться, нормальные, конечно, снимки, но отнюдь не флагманские. Ночью, в общем-то, такая же картина. Больше шумов, хуже детализации, даже режим ночь тоже не особо спасает. Днем все-таки он мне больше нравится по части фото. Фронтальная камера, точнее даже две, одна на 32 мегапикселя, она снимает вот неплохо, даже можно сказать на уровне с S20. А вот на 8 мегапикселей, которая ширик, уже хреново, в общем-то могли ее и не ставить. Ну и небольшой фрагмент видео. Стабилизация есть только на Full HD, на 4К, к сожалению, нет. Ну и стабилизация цифровая, поэтому небольшие артефакты тоже присутствуют. Для меня качество фото и видеосъемки, наверное, входит в топ-3 важных параметров телефона, поэтому здесь с этим X50 Pro меня подрастроил, но аккумулятор на 4200 мАч немного исправляет ситуацию. В таком смешанном режиме тротлинг тест, час видео в YouTube, 2,5 часа Shadowgun и полчаса Call of Duty, естественно, при включенных 90 Гц получилось вытянуть 4 часа 43 минуты. В общем, при такой солидной нагрузке очень и очень неплохо. Короче, конкретных минусов в телефоне два. Огромных размеров фронталка, хотя может и есть фетишисты, которым она понравится, ну и средненькая камера. В остальном дизайн, железо, 90 Гц, все прям хорошо, и при таких характеристиках Redmi K30 тут не в счет из-за 60 Гц, это получается пока на 865-м снэпе самый дешевый телефон. И вот если бы не камера, я бы, наверное, с ним даже походил месяцок-другой. Realme X2 Pro за 31 тысячу рублей, в принципе, тоже неплохой вариант, но, во-первых, наверное, все-таки капля мне нравится чуть меньше, а во-вторых, купить телефон с железом поновее как-то все равно приятнее, хотя X2 Pro и неплох. А теперь пиши в комментарии, как тебе X50 Pro, участвуй в розыгрыше наушников за 10 тысяч рублей, вот там стоят. Подпишись, ставь лайк, вот это все, и до встречи в следующих видео. Пока.